Привет. В далеких 90-х родители купили мне консоль Sega Mega Drive 2. Тогда, правда, ее все называли не консолью, а приставкой. В то время видеоигры увлекали меня настолько, что через них я вслепую учил английские слова. Учил язык, это будет сильно сказано, но слова запоминались. Видишь слово, где три буквы, незаконченное О, С, не как русское, а как доллар и наше Е. Видишь, что происходит, если нажимаешь кнопку с этим словом из трех букв и понимаешь, что use – это применить или использовать. Играть было трудно не столько из-за сложности самих игр, сколь из-за того, что процесс проходил на английском языке. Поэтому сюжета какой-либо игры из того времени я не вспомню, ведь этот самый сюжет оказывался недоступен для понимания. Именно тогда я понял, что для меня игры прежде всего связаны с игровым процессом, и на чаше весов с геймплеем и сюжетом для меня всегда перевесит геймплей. К чему вся эта ностальгия? Да просто показалось странным начать с простой фразы в духе «Так, чуваки, я тут сошел с ума и прошел игру на японском». Или может все же... Так, чуваки, я тут сошел с ума и прошел игру на японском. Вы спросите, нахрена, а главное, зачем? Дело было так. Я сидел, никого кроме геймпада не трогал и думал сделать видео по игре Odin Sphere. А точнее по ремейку Odin Sphere Leiftracer. Как обычно, начал искать информацию о разработке, дабы найти какие-то интересные моменты в процессе создания игры. И тут я узнаю о том, с чего началась не просто история Odin Sphere, а история студии Vanillaware, то есть разработчиков сферы Одина. Да, это эксклюзив Sega Saturn. Да, игра не выходила за пределами Японии, из-за чего нет перевода даже на английский. Но в детстве мне ничего не мешало играть на неизвестном языке, поэтому почему бы и нет? Итак, дамы и господа, это видео станет своеобразным прологом для серии материалов о студии Vanillaware. Знакомьтесь, Princess Crown. Я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно, на самое дно. У Princess Crown есть отец-основатель, Джордж Камитани. При всем моем уважении к этому человеку должен сказать, что к созданию Princess Crown привела его раздолбайская натура. Изначально Камитани с друзьями работал в маленькой японской студии, где они делали игры для взрослых. Потом у его студии появился большой шанс – предложить свой проект крупному издателю в лице Sega. И вот Джордж идет навстречу с Sega. Он хочет показать им игру, где игрок будет воспитывать принцессу и влиять на ее развитие, при этом в игре будет много концовок. Да, Камитани хотел сделать аналог Princess Maker. Он начинает рассказ об игре представителям из Sega, но его прямо в начале прерывают на один вопрос. Будет ли это масштабной ролевой игрой? А то знаете, мы тут пытаемся конкурировать с Sony и их PlayStation. На их консоли много ролевых игр, этот жанр популярный. Было бы круто увидеть большой RPG на нашей Sega Saturn. Джордж понимает, что если он сейчас скажет «Нет, вы знаете, это просто симулятор принцессы, аналог Princess Maker», то это будет конец. Ему скажут спасибо, и на этом встреча закончится. Он принимает решение соврать и говорит «Да, это будет ролевая игра, мы рассчитываем на большой RPG где-то на 40 часов». Проект одобряют. Камитани возвращается к товарищам, и в 1995 году в этой никому неизвестной маленькой студии начинается работа над абсолютно новым концептом. Естественно, разработка большой ролевой игры требует совсем других усилий, поэтому все идет не по плану. Настолько не по плану, что студия-разработчик обанкротилась, и Джордж с друзьями оказываются без работы. Он ищет спасения у Sega и просит у них прямого финансирования, но ему отказывают из-за собственных проблем. Sega трещит по швам из-за конкуренции с Sony, а там еще Nintendo выпускает свою консоль Nintendo 64. Тогда Камитани соглашается на помощь друга, и тот передает проект в студию Atlus.
Атлус соглашается нанять Камитани и дать ему с командой возможность закончить Princess Crown. Издателем и разработчиком же будет считаться Атлус. Еще нерожденное детище Джорджа спасено, и этот поступок со стороны Атлус определит отношение Камитани к студии на долгие десятилетия. Для разработки привлекаются огромные усилия. Атлус выделяет Хироюки Танаку, одного из лучших менеджеров своей студии, Шигео Камори, сценариста и дизайнера серии Shin Megami Tensei и Etrian Odyssey, а одним из композиторов игры стал Тошиказу Танака, работающий над серией Metal Slug. Сам Камитани описывает новый концепт как сочетание Dragon Quest и Алисы в Стране Чудес. Для Джорджа было важно, чтобы главным героем оказалась молодая девушка, и в дальнейшем это станет визитной карточкой Камитани. Sega Saturn не позволяла раскрыть все амбиции студии. От 3D-графики отказались в пользу 2D, что Джордж также возьмет на вооружение. А так как трехмерности нет, то уж 2D надо было делать красиво. Поэтому огромное внимание уделялось спрайтам и анимациям персонажей. Причем то ли ради комплимента Sega, то ли это реально так, но Камитани нахваливал Saturn. Якобы аппаратное обеспечение консоли позволяло сделать 2D-анимации плавнее, чем на PlayStation. Процесс разработки Джордж описывает как хаос, и когда игра реально дошла до релиза, он был искренне удивлен. Несмотря на все проблемы, Камитани выполнил данное Sega обещание и сделал ролевую игру на 40 часов. На закате Sega Saturn в 1997 году Princess Crown реально вышла. Princess Crown – удивительная вещь и показывает это со старта. Стартовое меню игры, ее начало, сделано в виде сценки, где внучка просит бабушку прочитать ей сказку, для чего игроку буквально нужно взять книгу и дать бабушке, чтобы она начала рассказ. Можно еще дать бабушке кота. Так реализованы скромные настройки игры, где регулируются лишь звук, стерео или моно и скорость анимации текста. Книжка, которую будет читать бабушка, так и называется «Корона принцессы». 25 лет назад в королевстве Валендия королева Элфарон отразила атаку демонов, пришедших за королевской кровью. Спустя те самые 25 лет королевой становится 13-летняя девочка по имени Градриэль. Мама Градриэль погибла во время родов, девочку воспитывал придворный маг и глава королевских рыцарей. Вообще у Градриэль есть две старшие сестры, но у одной со здоровьем проблемы, да и вторая тоже почему-то профнепригодна. Короче, свалили все на мелкую. Девочка в первый же рабочий день выслушала о проблемах королевства и не поняла, как она может что-то решать, не зная ситуацию изнутри. Это наводит ее на мысль о ночном побеге, чтобы лично прочувствовать жизнь в Валендии и помочь не королевским указам, а действиям, как простой человек. Уже на выходе из замка ее встречает фея Ария, с которой и было связано одно из прошений местных жителей. Якобы феи похитили детей в деревне, но, как выяснила Градриэль вместе с Арией, похитителем оказалась ученица ведьмы Прозерпина. После небольшого количества насилия ведьмочка понимает, что похищать детей для тестирования заклинаний не очень хорошо, и уходит. Проблема же следующего поселения серьезнее, ибо связана с драконами. Одна Градриэль там бы не справилась, и, к счастью для нее, рядом оказывается талантливый боец Эдвард Глоустар. Отец Эдварда служил при матери Градриэль, но в народе его называют демоном. Якобы он поддался влиянию демонических сил и оказался отступником. Сын же пытается искупить грехи отца и узнать истину, ведь его мать говорит, что отец был прекрасным рыцарем. Эдвард, кстати, не понимает, что перед ним принцесса, так как Градриэль путешествует как простая девочка. А то, что наш персонаж ходит в доспехах и короне, это игровая условность, персонажи короны не замечают. Градриэль помогает местным жителям спастись и даже убивает одного дракона, после чего идет дальше. Нам же показывают, что в замке в это время происходит беда. Старшая сестра Элиэль случайно находит тайный проход в темницу, где закована книга по имени Лалва или Ларва. Вроде бы ларва с буквой «Р» на английском означает личинка, поэтому пусть будет ларва.
В общем, книга говорит сестре: давай по-братски освободи, и я тебе магическими силами болезни исцелю, станешь крутой принцессой и сможешь помочь своей маленькой сестре-королеве. Элиэль соглашается, на чем и заканчивается сцена. Градриэль же в следующем поселении помогает дважды. Вначале спасает пасущихся коз от мерзких гоблинов, потом спасает от них же единорога. В довесок единорог просит спасти своего детеныша из лап рыжеволосой ведьмы. Правда, ведьма сваливает, и вместо нее сражается паук, но тем проще. У принцессы же осталась пара остановок. Одна из них – вымершая деревня, где всех людей Василиск превратил в камень. Спасти деревню уже пытался волшебник по имени Леон, но и ему не удалось. Зато он из каменного состояния умеет говорить и подсказывает лайфхак. Надо сходить в деревню гоблинов и купить у них заклинание иммунитета к лучу Василиска. Победа над Василиском освобождает жителей от окаменения, и Градриэль идет помогать дальше, в самое крупное поселение королевства. Там настоящая детективная история. На поверхности простой контракт на убийство сирены. Якобы существо сошло с ума и нападает на людей. На практике все куда сложнее. Очевидцев нападений нет. Сама сирена сидит в своей пещере и плачет, а ее охраняет Эдвард Глоустер. Оказывается, кто-то специально распространяет в городе слухи, дабы отравить жизнь сирены. Слезы отчаяния сирены превращаются в драгоценные камни, а они служат целью злоумышленника. Градриэль выходит сначала на мелких дельцов из ОПГ, а те сдают заказчика. К удивлению, заказчика описывают как сексуальную ведьму с красными косичками. Идем к уже знакомой даме и видим схожую картину. За нее дерется слуга, а сама она сваливает. Нам же остается разобраться с последним прошением – нападением пиратов в водах королевства. Там Градриэль знакомится с суровым парнем по имени Портгас. Но не он терроризирует мирные корабли, а толстый старик с крюком вместо руки, выдающий себя за Портгаса. Сам же Портгас был Робин Гудом от мира пиратов и давно отошел от дел. Сейчас же выдает себя за простого моряка. Деревянную ногу прячет за длинными штанами и высокими ботинками, а попугай на плече в отпуске. Но когда мы находим самозванца, Портгас открывает нам правду. И вот, разрулив последнюю ситуацию, Градриэль идет домой и узнает там о пропаже сестры. Ее держат в башне, где находится демоническая печать, и требуют, чтобы юная королева пришла туда одна. Правда, на входе нас все равно встретит волшебник Леон, но на встречу со злодеем мы идем в одиночку. Злодей окажется злодейкой. Да, той самой красной ведьмой. Сама же ведьма с анимированной грудью окажется сестрой под влиянием книги Ларва. Ларва очень жаждет вскрыть демоническую печать и наполнить королевство Валендия демонами, для чего нужна кровь принцессы. В битве с сестрой эта кровь проливается, и демоны приходят в мир. Хоть сестру и удалось избавить от влияния Ларвы. И пока мы скачем из башни в замок, там уже полно дьявольских отродий. Демоны крадут Сидраэль, вторую старшую сестру, а при защите замка погибает Голгофа, отец Эдварда. Хоть он и жил в изгнании, он всегда следил за замком, чтобы помочь в трудную минуту, и при первом появлении демонов пришел на защиту. Градриэль отбивает атаку и теперь желает попасть в мир демонов, чтобы спасти сестру. Вход в демонический мир спрятан на далеком острове, куда без корабля не попасть. Но если выполнить мини-задание и убить демона, из-за которого пострадал моряк из команды Портгаса, то нам будет на чем плыть. К сожалению, для 13-летней девочки идея плыть в одиночку на остров, где скрыт путь в мир демонов, оказалась плохой. На входе уже сражался Эдвард, который также искал путь к демонам, дабы отомстить за отца, и в битве теперь гибнет он. Градриэль тоже бы погибла, но ее спасает единорог и переносит в Валендию, подальше от демонов. Градриэль не устраивает такой расклад событий, и она ищет путь вернуть к жизни Эдварда. Единорог советует обратиться к другому магическому существу, дракону Хеймдалю, хотя правильнее, наверное, будет Хеймдаль, потому что дракон, как и скандинавский бог, может предвидеть будущее, и знания его почти безграничны. Хеймдаль отвечает на вопросы не за бесплатно и просит найти ему магическую сферу в королевстве гномов.
Помогаем гномам убить чудище в шахте и забираем камень. Увы, там делать больше нечего, разве что покататься на вагонетках с гномами. Хеймдаль рассказывает о демоне Шэдоу, что обитает в еще одной башне. У Шэдоу есть магический камень, дающий власть над временем и пространством. Вот только отдавать его он не хочет, и после своего поражения в бою отправляет Галадриэль в прошлое, на 25 лет назад. Прямо в тот день, когда мать Галадриэль защищала замок от демонов. Мы помогаем матери отбить замок, а заодно узнаем, что Голгофа не был никаким демоном. С книгой Ларва изначально столкнулся Квейн, рыцарь, что воспитывал нас и учил обращаться с мечом. А Голгофа кинулся под удар Ларвы, чтобы спасти Квейна, и случайно попал под влияние книги. В итоге мы убиваем одного из демонов, и с него падает тот камень, что был у Шэдоу. Немного общаемся с матерью, ведь она умерла при родах, и Галадриэль впервые видит ее не на картинах. И активируем камень, чтобы вернуться в свое время и спасти Эдварда. Все удается успешно провернуть. Спасенный Эдвард и сестра Сидраэль. Правда, пришлось ради этого короля демонов побить, причем этому не особо рада сестра. Вообще, Сидраэль оказалась живой только потому, что демон обращался с ней как с другом, если не сказать большего. Владыка демонов рассказал сестре о том, что сам был человеком и много веков назад был проклят книгой. Так он стал первым и главным демоном, но где-то в глубине сознания он оставался человеком. Поэтому после того, как мы победили его и спасли Сидраэль, сестра просит помочь демону. И Галадриэль настолько преисполнилась, что готова сделать это. Она вновь идет в башню, где запечатан вход в мир демонов, но встречает там мага Леона. Теперь он находится под влиянием Ларвы, и, видимо, из-за того, что он изначально был магом, а магия в мире игры считается демонической силой, он стал куда лучшей марионеткой, чем сестра Элиэль или рыцарь Голгофа 25 лет назад. Леон рассказывает, что Ларва не просто книга, а темное божество, и чтобы пробудить его, ему нужна корона Галадриэль. Есть и вторая корона в соседнем королевстве Волга. С их помощью Ларва сможет выбраться из заточения и погрузить мир во тьму. Леон идет за короной Волги, а с Галадриэль оставляет свою подопечную, Некросаманту, еще одно анимировано-грудастое напоминание о том, что Джордж Камитани работал над играми для взрослых. Побеждаем ее и пытаемся успеть спасти короля Волги. Кстати, король Волги – дедушка Галадриэль. Его сын, то есть батя Галадриэль, влюбился в королеву Валендии, из-за чего повздорил с отцом. Дед Валендию не любил, возможно, потому что там издавна правили женщины. Решение сына он не принял, с внучкой никогда не виделся и не интересовался ее жизнью. Теперь же внучка спасает деда, и он осознал ошибку. Вновь восстанавливает дипломатические отношения с Валендией, признает семью, вот только корону-то Леон все же украл. Причем именно что украл. В Галадриэле проснулись темные чувства и захлестнули ее, из-за чего пробудилась темная БДСМ-сущность. Леон поджал хвост и убежал, ибо знал, что не осилит эту схватку. Но Галадриэль побеждает тьму внутри себя и принимает ее. С этого момента госпожа Галадриэль доступна как новая сила девочки, и в нее можно на время превратиться. На этом бы все и закончилось, но Леон предпринимает последнюю попытку захватить вторую корону. В замок приходит Эдвард, Портгас, королеву защищают придворные рыцари и маги, приезжает дедушка со своими воинами, но все тщетно. Леон тупо контрит их заклинанием окаменения. Напомню, что именно он рассказал Галадриэль, где добыть заклинание иммунитета. И в итоге приходит к королеве. У него, правда, в итоге все равно ничего не получается. Но в бой идет сам четырехрукий демонический бог Ларва. Галадриэль побеждает его внутри демонического мира, возвращается в свой мир, расколдовывает своих горе-защитников и решает не говорить им, что она победила главное зло. На этом книжка заканчивается, но появляются еще 4. Одна из них – история-филлер о колдунье Прозерпине. Ее история буквально заключается в 2-часовом «подай-принеси». Бабушка-ведьма обещает ей зелье взросления. Якобы взрослая Прозерпина станет мощно колдовать.
но для этого надо собрать кучу всего на карте и принести бабки. После сбора ведьмочка выпивает зелье, становится своего рода аналогом злой версии сестры Элиэль, то есть сексуальной ведьмой в красном, но когда Прозерпина идет мстить Градриэль за неудачу с детьми, то лишь жмякает свои сиськи и говорит, что сейчас жестко наколдует. На этом действие зелья заканчивается, как и история ведьмочки. А вот истории Эдварда и Портгаса ведут к последней книге, то есть к настоящей концовке игры. Играя за Эдварда, мы увидим те же моменты, где мы встречались с ним за Градриэль. Бой с драконами, защита сирены и финальная битва с демонами, где Эдвард получает меч своего отца. Этим мечом Голгофа запечатал вход в мир демонов 25 лет назад. Главное же здесь, Эдвард тоже шел к Хеймдалю за ответами и дал ради своего вопроса магическую сферу. Сфера эта находилась у черного дракона, которого пришлось ради нее убить. Вопрос же заключался в правде об отце, которую мы уже видели, играя за Градриэль. Портгас в своей истории тоже идет к Хеймдалю. Его сценарий самый короткий. Мы заранее, еще до встречи с драконом, ищем волшебный камень, добываем его и идем спрашивать. Вопрос Портгаса связан с его погибшей невестой. Несколько лет назад он должен был жениться и жить семейной жизнью, но демон Шэдоу убил его невесту и заключил ее душу внутри себя. Нам всего лишь надо найти Шэдоу и отомстить, после чего душа невесты освободится. Финальная книга рассказывает, зачем же Хеймдалю камни. Если Ларва оказался запечатан в демонической книге, то его противоположность, богиня света Гея, разделила свою силу на 4 части. Каждая частичка находилась внутри одного из драконов и ждала, пока богиня наберется сил. Хеймдаль специально собрал все камни, чтобы пробудить богиню, но он не мог убить себя. Поэтому он с камнями пришел к Градриэль, рассказал ей историю Геи и потребовал сражения. Градриэль побеждает, Хеймдаль выполняет свое предназначение и все живут счастливо. Фея Арья рассказывает эту историю детям, среди которых девочка Табита, которую Прозерпина вначале превращала в животное. Табита записала рассказ Арьи в книгу и читала ее своей внучке. А теперь уже эта внучка сама стала бабушкой и читает книгу следующему поколению. Геймплейно Princess Crown тесно связана с опытом работы Джорджика Митани. А работал он над 2D-файтингами, и когда еще Princess Crown планировалась как аналог Princess Maker, была идея о том, чтобы сделать боевые тренировки принцессы в виде файтинга. В итоге бои в Princess Crown – это бои 1 на 1, как раз как в файтинге. Другого варианта попросту не было, так как Камитани не работал с жанром RPG, и делать свою Final Fantasy или Dragon Quest с классической боевой системой для JRPG он не мог. Потому что Princess Crown была слишком важна, чтобы на ней пытаться учиться работе над пошаговыми боями. Ощущается боевая система Princess Crown необычно. Динамика далека от полноценного файтинга, но она компенсируется ролевыми элементами. У героини есть полоска выносливости, походная сумка и один слот для экипировки. С выносливостью все просто. Чем больше полоска, тем больше можно сделать комбо. Есть усиленный удар. Он тратит почти половину выносливости, и если сделать его под конец полоски, то вы открываетесь для удара врага, так как персонаж задыхается. Восстанавливается выносливость просто стоя на месте или предметами из инвентаря. Механика спорная и местами стоила мне жизни, но зато заставляет тебя быть в бою внимательнее. С инвентарем сложнее и куда интереснее. Я специально разделяю сумку с активными предметами и экипировку, так как они по-разному влияют на игровой процесс, хотя экипировка все равно находится в сумке. Экипировка может влиять как пассивно, так и активно, так как можно экипировать волшебный щит, и тогда блокирование удара не просто снижает урон, но и наносит врагу огненный, ледяной или просто ответный урон из-за шипов на щите. Если получить слишком много урона, то экипировка ломается и исчезает, но можно встретить заклинание усиления, и тогда экипировка вместо поломки упадет, и ее можно будет подобрать. А вот предметы из сумки используются только активно, и разнообразие этих предметов невероятно.
От зелий атаки, защиты, временного бессмертия до 6 видов магических камней, 14 свитков с заклинаниями, а также всякой мелочи в духе метательных ножей и топоров в духе Castlevania. Кстати, магические камни бьют разными стихиями, и у каждого врага свои слабости. Огненный дракон слаб к магии льда, зомби хорошо горит, а окаменение критует по призракам. В битве доступна только одна сумка с 8 предметами, но в запасе еще может быть до 3 сумок. Вне битвы их можно менять местами целиком или просто перекладывать предметы между собой. В битве же используется только та сумка, что надета в момент начала схватки. Кнопка удара лишь одна. Ее можно зажать для сильной атаки, комбинировать с кнопками движения, но все равно арсенал физических атак, мягко говоря, крайне ограниченный. За каждую битву начисляется опыт. Чем выше уровень героини, тем больше здоровья и сильнее атака. У врагов система та же. Если у врага высокий уровень, то удары у него опаснее и здоровьем он не обделен. Но и опыта за победу над высокоуровневым гадом дадут в разы больше, поэтому лучше так, чем десяток раз убить низкоуровневых мобов. Кстати, сражения сделаны в классическом японском стиле. То есть, идете вы по локации, дабы пройти из одного поселения в другое, и натыкаетесь на случайные бои, как во всех остальных JRPG. И вот, с одной стороны, местная боевка динамичнее и быстрее, чем в классике JRPG. С другой же, когда этих сражений будет сотни, так как игра на 40 часов, то уже где-то на 101-м бою глаз все равно дергается. И если в условной финалке с поля боя можно иногда сбежать, то в Princess Crown трусам не место и драться надо до конца. Победного или не очень. В случае поражения игра заканчивается и нас просто выкидывает на стартовый экран с бабушкой и книгой. Теперь уже выдача бабули книги приводит к меню загрузки. Сохранения делаются в гостинице или атмосфернее будет назвать сие постоялым двором. Можно просто сохраниться бесплатно, а можно за 30 золотых еще и полностью вылечиться перед сейвом. Обычно трактиры и постоялые дворы находятся в одном здании, но есть поселения, где либо нет таверны, либо нет гостиницы. Таверна нужна для еды. Ее можно здесь купить за деньги или попросить трактирщика приготовить то сырое мясо, что у тебя есть с собой. Еда же нужна для восстановления здоровья. Приготовление даже из вашего сырья не бесплатное, но все равно дешевле, чем покупать уже приготовленную еду. Есть еще и третий вариант готовки. Выбить с монстра условно мясо, выбить с другого монстра сковородку, а с третьего приправы. Без них, кстати, готовить нельзя. Тогда можно прямо на природе сделать себе поесть и сэкономить, но придется ради этого захламлять инвентарь целыми 3 предметами. Учитывая, что под конец игры у героини будет куча денег, то покупка еды, как бы это иронично ни звучало, оказывается выгоднее. Вещи с монстров выпадают как после победы в виде сундука, так и случайно после некоторых ударов в бою. Причем после победы тебе показывают целый список, что с моба может упасть. Для основного сюжета это не очень важно, а вот в сценарии за Прозерпину нужно по 10 раз бить некоторых мобов, чтобы выпал нужный ингредиент. Но это отдельный клинический случай, и конкретно этот элемент игры, то есть сценарий за Прозерпину, это шиза полнейшая. 2-3 часа собирать всякий мусор ради сцены, где маленькая девочка становится секси-тянкой и жмякает груди перед 13-летней принцессой. Еще стоит упомянуть, что в Princess Crown можно выращивать деревья из семян, а с деревьев падают фрукты, которые можно есть и восстанавливать ХП. Меньше ХП, чем горячей едой из трактира, но зато бесплатно. Работает эта механика странно, потому что семечко посадить можно только в бою. Зато росток не требует никакого дополнительного внимания. Разве что собрать фрукты надо успеть. Дело в том, что любая вещь на земле через несколько секунд воруется самыми мерзкими существами в игре. Это не волшебник Леон, не автор сценария за Прозерпину и даже не демонический бог Ларва. Это гоблины. Эти мерзкие твари навсегда уносят выпавшую вещь, если ты не успел подобрать. Им плевать, что идет бой, и враг тебя заморозил или обратил в камень. Твоя проблема.
Все усугубляется тем, что эти же самые гоблины встречаются как враги, и одна из их атак – схватить несчастную девочку, вытащить у нее половину инвентаря и раскидать по земле. Это просто отвратительная подлость, ведь в активной сумке, в особенности перед ожидаемой схваткой с опасным врагом, приходится носить самые нужные вещи. И вот эта маленькая дрянь вытряхивает твои карманы, а ты не успеваешь все подобрать и лишаешься мощной хилки, крутого заклинания или даже элемента экипировки. Как же хотелось прийти к ним в поселение и вырезать каждую гадкую тварь, но такой возможности нет. Кстати, о мелких, но не тварях. Фея Ария вполне себе участник боя. Правда, проявляет она себя автоматически и крайне редко. В основном в моментах, когда Градриэль получает много урона. Тогда фея вылетает на боевое дежурство и сносит врага, чтобы мы могли встать и отойти. Урона она, к сожалению, наносит очень мало, но все равно помогает. Знаете, как некая механика спасения из зажатия врагом в угол в файтинге. А еще Ария является фактическим оруженосцем, ведь она после каждой битвы куда-то уносит меч, а перед началом, соответственно, приносит его. Помимо поселений и переходов между ними, есть еще и подземелья и башни. Суть в них одна. Это своеобразные лабиринты, где нужно добраться до босса или нужного по сюжету персонажа. Финальная демоническая башня откинула меня в детство, ибо там полно разрушенных коридоров, где невозможно пройти. Поэтому пришлось рисовать карту прохождения с отметками тупиков, в которые я уже успешно уперся. Вообще, масштабы Princess Crown поражают. Да, она несколько раз скатывается в бэктрекинг, судя по всему из-за обещания сделать большой РПГ на 40 часов. И когда меня во второй раз отправили в огромную башню с тупиками, я был счастлив, что зарисовал карту прохождения. Казалось бы, зачем опять отправлять в те же локации? А когда эту же башню надо было пройти за Эдварда, что ж, это уже перебор. Ведь при этом есть побочные активности и необязательные локации. Например, можно помочь феям с охраной древа Игдрасиль, за это дают дополнительную сумку для вещей. Есть драконье подземелье, также необязательное и дающее дополнительные награды. Каких-то классических побочных квестов нет, но появляется парочка новых локаций, а старые по мере продвижения по сюжету предлагают новые награды. В сочетании с разнообразием применяемых из инвентаря вещей получается во всех смыслах большая игра. И когда ты понимаешь, что все это делалось авторами, у которых за спиной не было опыта в РПГ, то тут уже вовсе поражаешься. Princess Crown стала новым взглядом на жанр японских РПГ. Она предложила что-то такое, что никто до этого не предлагал, и получилось это благодаря блефу Джорджа Камитани. Его желание сделать игру вылилось в поистине уникальную для 97 года игру, с необычной подачей сюжета и необычным геймплеем, сотканным из опыта работы с файтингами и перекладыванием этого опыта на жанр РПГ. Игру высоко оценила японская пресса. Кто-то на Западе уже в то время играл на японском и проникался невероятной атмосферой Princess Crown, а кто-то, то есть ваш покорный слуга, даже сейчас получил от игры невероятное удовольствие и ощутил реально ностальгические чувства от прохождения. Но игра не стала финансово успешной, и это мягко сказано. Princess Crown – финансовый провал. Основных причин две, и они взаимосвязаны. Долгая разработка и эксклюзивность. Sega Saturn на конец 97 года, а Princess Crown вышла в декабре, проиграла консольную гонку. Первая консоль PlayStation успешно завоевала рынок. Недавно вышедшая Nintendo 64 набирала популярность, а Saturn потихоньку шла в сторону забвения. Джорджу и команде с деньгами было еще сложнее, ведь оригинальная студия господина Камитани обанкротилась, и у авторов Princess Crown были долги. Но куда важнее то, что работавшие над таким невероятным проектом люди получили колоссальный опыт. К сожалению, большая часть авторов разбежалась кто куда, но пара-тройка людей образовала костяк, который выстрелит спустя много лет, о чем мы еще поговорим. Princess Crown стала культовой классикой. Издания IGN и OneUp признавали игру одной из величайших 2D игр в истории, и с этим не поспоришь. Как часть истории игровой индустрии, как часть развития японских ролевых игр, Princess Crown важна.
Однако ознакомление с этим элементом истории разбивается об языковой барьер. Игра никогда не выходила за пределы Японии, хотя переиздавалась для PSP, а порт для PSP портировали на PS4 как DLC для игры 13 Sentinels Aegis Rim. Фанатского перевода тоже не существует, есть некий бета-перевод на английский, но никакой финальной версии на момент выхода этого видео нет. И хочется верить, что назло мне, игравшему на японском, перевод все же выйдет, чтобы хотя бы другим игрокам повезло. Официальное отсутствие перевода Камитани объяснил старостью игры в интервью 2009 года, а издание OneUp дополнило в статье, что оригинальный исходный код игры потерян, поэтому ждать издания игры на английском бессмысленно. Однако идеи Princess Crown получили продолжение. Продолжение, которое изменило все для Камитани и которое оказалось куда доступнее для массового игрока. Но об этом в следующий раз. На сегодня же у меня все. Не забывайте лайкнуть, раз уж досмотрели видео, подписывайтесь, если этого еще не сделали, пишите, репостите, буду рад любой вашей активности. Спасибо вам за внимание и отдельное спасибо подписчикам на Бусти и Максиму Яковлеву как топ-меценату. Всем добра и до скорой встречи.